Добрый день! Рассеянный склероз – хроническое демиелинизирующее заболевание, развивающееся вследствие воздействия внешнего патологического фактора, чаще всего инфекционного, на генетически предрасположенный организм. При этом заболевании наблюдается множественное поражение белого вещества центральной нервной системы, в редких случаях с вовлечением и периферической нервной системы. Первое подробное описание клинических проявлений рассеянного склероза было дано еще отцом неврологии Жаном Мартеном Шарко во второй половине XIX века. По мнению автора, данное заболевание характеризовалось сочетанием нистагма, скандированной речи и интонационного дрожания. В настоящее время к типичным клиническим проявлениям рассеянного склероза относят симптомы поражения пирамидного тракта, что, как мы видим на слайде, проявляется угнетением брюшных и оживлением сухожильных рефлексов, а также патологическим симптомом Бабинского. Нарушение чувствительности, в данном случае вибрационной, мозжечковые расстройства, интонационное дрожание при выполнении пальцево-носовой пробы и атаксия при ходьбе. Зрительные расстройства, снижение зрения и изменения на глазном дне, классический признак рассеянного склероза, деколорация височных половин дисков зрительных нервов. Нарушение функции ствола мозга, проявляющиеся в частности межъядерной офтальмоплегией и нистагмом. При рассеянном склерозе часто встречаются и другие симптомы, например, головокружение, псевдобульбарные нарушения, такие как дизартрия, дисфагия, нарушение функции тазовых органов, психические симптомы, такие как депрессивные и невротические расстройства, синдром хронической усталости, а также самые разнообразные острые и хронические болевые синдромы. В данном видеофрагменте мы видим пациента с рассеянным склерозом, у которого имеются характернейшие клинические проявления – межъядерная офтальмоплегия. При отведении глазных яблок в сторону, к наружу, отводится только одно глазное яблоко, причем выявляются монокулярный горизонтальный нистагм, а другое остается неподвижным по средней линии. Мы с вами видим пациента с рассеянным склерозом. При выполнении пальцево-носовой пробы правой рукой у него выявляется грубейший интонационный тремор, связанный с поражением мозжечка. У того же пациента мы наблюдаем интонационный тремор при выполнении пяточно-коленной пробы справа и диадохокинез. Правая кисть отстает от левой при содружественных движениях и асинергию Бабинского при попытке сесть. Напротив, такие проявления, как эпилептические припадки, афазия, острая психотическая симптоматика, экстрапирамидные нарушения и острая глухота встречаются у больных с рассеянным склерозом относительно редко. Спасибо за внимание.